хотим прогуляться с вами по замечательному городу Сан-Диего. И у нас будет новый формат. Пока устанет рука. Или экскурсия. Ты нашел наконец-то свою нишу быть селфи-палкой. Да. Пока горит свеча, называется. Пока не устала рука. Это ты хочешь сказать девиз, когда 65-летний голландский пенсионер пригласил свою жену на романтический ужин и снял дорогой отель? Как горит свеча. И вот мы начинаем. Че, расскажи свои впечатления вообще. Чего? Ну, про Traffic and Conversion, про то, что в Америке происходит. Про все штуки, которые видели, про людей. Потому что мы тут были, сколько там, ну, может, год назад, имеется в виду в Америке. У нас было одно впечатление. Сейчас узнали чуть глубже. Я думаю, что Америка очень правильно делает ставку на свои сильные стороны. И конференция это показывает очень сильно. И сильная сторона американцев, как мне кажется, то есть сила Америки – это сила распределенных отдельных личностей, которые яростно движутся к своим целям. То есть каждый человек очень целеустремлен. Сила Дашкиева не в умении снимать. Очень целеустремлен, заточен под свои персональные личные цели, которые имеют измеримый финансовый аспект, то есть основаны на фактах. И так как этих людей много, и они рвут, и мечут, и взаимодействуют очень дружелюбно между собой для достижения индивидуального и общего результата, у них получается вот такой общий результат. Сама конференция, потому что есть хороший контент, некоторые, но нельзя сказать, что она взрывающая или там тотально меняющая, тотально неизбежно меняющая каждого, кто через нее проходит. То есть, если человек хочет, он включается, он может это на себя применить, а может не применять. И все, вот как мне кажется, что это показывает как раз силу мотивированности, самомотивированности самих американцев. Что вот это для меня является таким вот фактором. А ты отметил для себя их такую как бы не конкуренцию, а наоборот, скорее такое содружество? А вот мне кажется, это как раз вытекает из очень хорошего понимания. При том, что очень высокая вообще конкуренция на рынке. Вот так как все имеют свои индивидуальные цели, очень четкие, очень прозрачные, очень понимаемые и очень не мифологические какие-то, то есть не основаны не на мнениях, цели основаны не на мнениях, а на фактах. То есть и все выражения их свидетельствуют о движении через факт. Там, например, там don't you leave money on table, да, то есть это факт и так далее. То есть все измеряется в конкретных измеримых показателях, и деньги здесь являются всего лишь показателем образа мышления американцев, которые мыслят конкретными фактическими категориями. Или там выражение show me what you got and put it on the table и так далее. Исходя из того, что и каждый имеет свои такие цели, очень сильные. И так как они имеют такие большие цели, каждый свои, то я думаю, что вообще человек с конкретной обозримой целью становится очень содружественен с другими, потому что через других людей он получает возможность реализации своих целей. Интересная вообще идея, кстати, вот софтов. Сегодня с утра был блог по софтам и сервисам. И у меня такая метафора родилась, что, по сути, человек здесь, он как киборг, укомплектован усилителями. То есть, ну, у него есть супер глаз, супер рука, супер палец. А по сути, эти усилители, эти софты — это отдельные бизнесы для других людей. Каждый фокусируется на своем ключевом деле. Кто-то умеет определять ключевые слова, а кто-то умеет эти ключевые слова там тестировать, а кто-то умеет убирать неправильные ключевые слова. Таким образом выстраивается целая экосистема из бизнесов, которые как грибы опутывают друг друга и помогают друг другу существовать. Да. И вот я думаю, что это очень близко к блокчейну. То есть это как раз распределенные индивидуальные цели, создающие целую экосистему взаимопомощи. И поэтому американцы, я думаю, и самая большая экономика в мире на данном, или там Китай их обогнал, нет, не знаю. Но они этим эффективны, и они очень правильно эксплуатируют свою вот эту сильную черту. И это круто. То есть... А
что думаешь по поводу того, что здесь очень красиво вообще? Вот очень интересно. С одной стороны, это такая, вроде казалось бы, индивидуальность и ориентация на свои цели, на свои результаты, на свои цифры, на свои показатели. То есть такой капитализм. С другой стороны, если мы посмотрим вокруг, здесь, ну, как-то не чувствуется отделенности, то есть объектов друг от друга. То есть все очень гармонично и все с друг другом находится. То есть, очень много таких даже, казалось бы, нецелесообразных вещей, например, как скульптуры или объекты городского искусства, или ландшафт, парки, что сделано явно от души. Опять, мне кажется, это той же самой идеей, что там, где люди имеют свои конкретные желаемые обозримые цели, это неизбежно толкает людей на разговоры, взаимодействие друг с другом. Потому что если мы посмотрим на американцев, то они в целом от официанта до любого человека, они легко идут на контакт и легко взаимодействуют. Кто-то может сказать, что там недостаточно искренне или еще как-то, но это, мне кажется, недалекое понимание сути того, что здесь происходит. То есть они ориентированы на возможности, на легкое заведение разговора, на оставление приятного впечатления, на думать о том, и эти нюансы. И опять-таки, так как люди, движимые целями индивидуальными, они создают... Это работает круче, чем такая насаждаемая, общая, идеологическая, мифическая цель. Потому что цель человека всегда конкретнее, чем общая цель ради долга, ради будущего, ради... понимаешь, вот ради этого всего. Вот это меньше работает, чем то, когда у людей свои четкие цели, которые ведут его к его персональному счастью. То есть, ведь что такое город или страна, как мне кажется? Счастье страны – это счастье людей, которые в ней живут. Соответственно, чем больше людей счастливы, тем больше людей имеют и достигают своей цели, тем более становится благополучнее та среда, в которой сам человек находится. Вот, собственно, эта доктрина нового времени, которой посвящен этот марафон, она об этом и говорит. О том, что мир станет лучше не когда изменится что-то глобальное у всех, а когда будет рост отдельного взятого человека в своей территории и в своем результате. Потому что мир состоит из предметов. Например, здесь мы видим предметы, это там яхты, машины, дороги, цветы, а за каждым предметом стоит специалист, мастер или предприниматель. Который это покупает, либо создает для тех, кто это покупает. Который делает свою работу либо плохо, либо хорошо. Либо он старается, либо не старается. И по сути от того, насколько развит будет предприниматель, настолько развиты будут фонари, например. Или настолько развита будет дорога, или настолько развита будет еда. И поэтому лучший мир — это не есть там новые законы, цена на нефть или какие-то там независимые факторы. Лучший мир — это конкретный рост конкретных людей, которые живут в этом мире. Да, если можно, я хотел бы прокомментировать книжку к этому. Вот это не значит, о чем я говорю. Американцы хорошо эксплуатируют силу своего мышления, своего народа, своего языка. И у нас, у людей, говорящих на русском языке, эта сила тоже есть. Но мы можем многому учиться у американцев. Но мы не можем копировать американцев. Вот тоже, то есть слепое копирование подхода у нас не получится, мы никогда их не поймем, потому что мы не говорим на их языке, мы не выросли на этом языке, и мы не мыслим так, как закодировал их мышление, их язык. Мышление генерализованное, мышление, основанное на общем видении и понимании ситуации. Ведь наше мышление другое, оно очень детальное. В русском языке больше 60 тысяч слов и выражений, мы можем понять смысл «да ну нет, наверное», или «а меня подпредубрало». То есть, вот как это перевести? Подпредубрало. То есть это тонкие смысловые нюансы, но мы их понимаем. Я тоже не понимаю. Ты не понимаешь, это невозможно понять, это можно только почувствовать. Поднакрыло имеется в виду? Подпредубрало. Это значит, еще не совсем, но... Наоборот, уже, он как бы говорит, что не совсем, но на самом деле это не совсем, это совсем. Понимаешь? Это предубрало. Но это мы сейчас только выразили предубрало. Кокетливо так, да? Да, а это подпредубрало. Это вот и поди разберись, да? То есть сложно.
Поэтому у нас мышление очень детальное, и оно тоже имеет свою силу, свою, ну, на которую мы можем опираться. И когда мы, люди, говорящие на русском языке, объединяемся в правильные команды и действуем не изолированно, а совместно с общей целью, то мы становимся суперэффективны. Ну, например, это доказывает один простой факт, что Россию останавливал за всю историю, ну, нам известную, останавливал 7 мировых войн. То есть никто не мог остановить нас, когда нам надо было что-то реально решить вместе. Но проблема состоит в том, что объединяющим фактором была сильная внешняя угроза в виде там, Наполеона или Второй мировой войны. И цена объединения и решения задач при угрозе, она намного выше, чем делать это наперед и на упреждение. И мы знаем, ну, например, из истории русских предпринимателей, которые были при царской России, что предприниматели, объединенные в сообщество, объединенные общей благородной целью, они творили невероятные поступки, невероятные по благородству, эффективности. То есть это эффективная модель была, кроме того, что она была благородная. Вот. А к чему же я это говорил? А говорил я это, что-то хотел сказать. Про то, как действуют американцы. Американцы, потом и мы. как действуем мы, и что мы не копируем американцев. Да, но что нам надо создавать модель открытую своего поведения, открытую к учебе у других стран, мануфактурное мышление итальянцев, например. Как они создают, разрабатывают. То есть американец так не мыслит, он никогда не будет создать Мазерати, например. Он не способен на это. Ну не то, что не способен, он смысла-то в этом не видит большого. Целесообразность американцев, красота, эстетика итальянцев. Вообще, вот разработка эстетического скорость продукта. китайцев. Что кофе доказывает американский вид. Да, здесь нету хорошего кофе, оно достаточно, оно черное, и вот это то, каким оно должно быть. И то не очень. Черный, и то не очень. Полупрозрачный. Со вкусами, которые вот сока свежего нет, например, в большинстве мест. Зачем? Выглядит как сок. Похоже на сок. Дешевле, чем это, и зашибись. Фанатичность японцев и подход к минималистичному управлению. Скорость и сплоченность китайцев, действительно. И исследуя и учась, мы можем выработать свою модель предпринимательства, дела. Вот о чем я хотел сказать. О том, что вот нам хочется, и, ну, скажем, даже президент нашей страны впервые в новогоднем обращении в этом году сказал о том, что этот год будет вообще год благоустройства, когда люди должны начать благоустраивать свои дворы. Ну, приведем пример. Есть таких о проблемах, в которых мы живем, которые мы можем, собственно, решить около себя, не вдаваясь в дискуссии о вселенских каких-то там динамиках, глобальных кризисах и так далее. Остров Ольхон на Байкале, жемчужина вообще природы России и мира. Грязь, пакеты, пиво. И ссорят и туристы, которые туда приехали, и местные жители, самое главное. Второе, Алтай, город Горн-Алтайск. Красивейшая, уникальная тоже жемчужина мировая, где нету таких мест. Ссор, грязь. И это создают не правительство, и не чиновники, и никто, а сами люди, которые там живут. Исходя из этого, вот и у всех у нас, ну, такое вот ощущение, нас всегда тянет в красивое, действительно. Нам нравится здесь. Вот как здесь все красиво сделано. И решение, оно простое. Давайте переедем. Убежим. Да, это тоже вариант. Ты как бы покупаешь, ты заработал денег, и ты покупаешь себе вот такой вот образ жизни. Но, естественно, нам нужно задавать еще и другой вопрос. А как нам сделать такие... Помнишь, у тебя была концепция пузырей, да? Что наши города — это пузыри. То есть мы садимся в хорошо сделанную не нами машину, мы едем в дорогой интерьер ресторана, где мы как бы отряхиваем грязь с улицы, да, заходим внутрь, и там вроде бы все хорошо. То есть в этих прослойках мы прячемся от ужаса, которые, ну, от пакетов, от бордюров, от тротуаров. Одежда, рестораны, квартиры, собственно, которые заканчиваются мягкой обивкой дверей. И каждому из нас хотелось бы, чтобы, ну, нас окружали тоже классные штуки, сделанные нами, с другими людьми. И первое, о чем надо позабыть, это ждать, что кто-то это сделает. Это вообще неверное мышление, которое там привилось там в советское время, когда мир и улица и все превратилось в гостиницу, в которой ты живешь, а кто-то ее обслуживает, и ты ждешь, как бы, что тебя обслуживают. Там выкинул, ну кто-то убрал потом, пришел в номер и убрал.
а иное отношение, когда люди сами ну, влияют. Да, вот, например, наши предприниматели, это уже проявляется. Например, там Галицкий магнит, ведь все, кто живут там в Краснодаре. в Красноярске. Даре. В Краснодаре, не в Красноярске. Да, В Краснодаре. Краснодаре. То есть это юг, да? Да. Ну вот я не знал. Но я знаю, что люди, которые там живут, знают, какие стадионы он делает, какие он футбольные команды, как он озеленяет и так далее. И это прекрасный, мне кажется, пример. То есть ты когда ты уже об этом думаешь, что такое есть, тебе уже становится приятно. Соответственно, для того, чтобы жить лучше, таких моментов вокруг тебя должно быть больше. То есть должно быть больше вещей, которые, когда ты о них думаешь, вокруг тебя, тебе становится приятно. В Чебоксарах ребята-предприниматели построили детскую площадку какую-то одну, да, тебе уже приятно. И хочется динамики, чтобы больше приятных штук было. Как этого достигнуть? Вот вопрос. И вот, да. В 1968 году два исследователя, то есть американцы, европейские, скажем, 20 век, это был век, когда пытались насадить демократию, скажем, да? То есть они говорят, смотрите, как мы здорово живем, какие у нас красивые улицы, давайте у вас так же сделаем. Ну, такая вот, да, такая вот идея была. Ну, весь 20 век, по сути дела. То есть колонизация и так далее. И люди удивлялись, почему это не срабатывает. Почему мы институты тут делаем в стране, а они все равно живут, как они живут. И в 1968 году были такие исследователи, Алманд и Верба. В 1968 году, по-моему, они написали книгу, если мне не изменяет память, она называется «Гражданская культура». И они описали, какова структура таких обществ, которые создают вокруг себя красоту, там сады, красивые улицы, красивую, ну вот бизнес участвует в жизни города, своей общины и так далее. И они сказали, что по типу мышления общество можно поделить на 3 слоя. Первое — это парахиальная культура, они ее назвали. Парахиальная культура — это культура, когда люди могут ориентироваться на силу силы. Ну, кто сильный, тот и прав. Парахиальная культура — это следующая культура после мародерства. То есть это криминальная структура, где есть авторитеты, где есть клан, где есть ориентация на силу. Кто сильнее, тот и прав. И этот шаг — это первичная форма организации после мародерства. То есть мародерство — это вообще никаких правил нет, а здесь есть правила, но правила, которые устанавливает самый сильный в стае. Ну, в животном мире так и есть тоже. Есть правила определенные. Есть общество, которое выстроено относительно этого типа людей и участия. Второй тип политической культуры, который они выделили, это подданнический тип культуры. Это более продвинутый шаг по сравнению с парахиальной культурой. Это когда люди умеют понимать законы, подчиняться им, но не умеют участвовать. То есть они не активны, они не участвуют в жизни сообщества, но они способны понимать и, ну то есть такое культура крепостных крестьян, скажем, да, так или иначе. И третий тип культуры они выделили, это так называемая, как они ее называют, партисипаторная культура, то есть культура участия. Это когда люди ориентированы на взаимодействие с соседями, создают что-то вместе, заботятся об улице, участвуют там, я не знаю, в жизни подъезда, локального сообщества. Вот что они выделяют, что важно. То есть это люди в первую очередь ориентированы на взаимодействие с соседями, с ближайшим кругом, да. И по сути дела, к чему пришли исследователи? К тому, что меняет и не меняя верхушку института, да, что вся суть-то, она заключается в том, чтобы было оптимальное соотношение этих 3 типов культур в культуре людей. То есть оно никогда не будет 100% в этих или этих. И они выявили такую типизацию, где значительная доля, достаточная доля людей обладает культурой участия. И тогда то общество никогда не будет 100%. Где есть критическая масса таких именно людей. Но общество, в котором критическая масса людей, которые обладают культурой участия, начинает создавать вокруг себя круги такие тоже. Да. И о чем это говорит? Они там даже процентовку вывели, сколько этих, но я уже не помню, это и не так важно. А кто такие люди, которые обладают культурой участия? Только ли это предприниматели? Да нет. Это вообще люди, создающие в целом. Люди создающие, люди отдающие, люди, умеющие что-то создавать. Но действительно критической, объективным показателем культуры участия
в жизни сообщества и через это в жизни страны является доля микро, малого и среднего бизнеса в ВВП. Потому что это именно люди, которые, как правило, обладают культурой участия, которые что-то создают, что-то делают. В первую очередь. И по этой доле ВВП мы можем вообще наблюдать, да, как в той или иной стране больше проявлена вот эта культура участия и активности. И это достаточно классно, потому что это тот параметр, по которому мы можем расти, и у нас огромный потенциал для улучшения, огромный потенциал для развития в этом смысле. И я думаю, что в ближайшие годы сама жизнь, само время будет помогать людям заниматься собой. То есть я думаю, что уже всем более-менее становится очевидно, что для того, чтобы стало лучше, недостаточно критиковать, недостаточно просто поменять верх, поменять модель какую-то, я не знаю. То есть все это идеи не работающие. Сегодня созданы условия, в принципе, в которых человек может себя реализовать. И нужно быть в этом контексте. И этот контекст помогает расти. Он делает рост простым, он делает рост в разы возможным. Попробуй вырасти, там, я не знаю, так сейчас в Америке. Да, возможно, где-то в отдельных зонах, в стартапах это возможно сделать, но все равно ниши заняты, среда очень конкурентная, налоги очень высокие. То есть у нас все-таки это намного проще сейчас сделать. То есть сама жизнь, время, дух времени помогает людям двигаться в сторону культуры участия. Если ты, в принципе, способен что-то делать и делать хорошо, если ты способен быть адекватным, нормальным, то у тебя сразу все получается.